С начала 2023 года капитализация рынка криптовалюты выросла почти на 1 триллион долларов. Это произошло после того, как большое количество монет показали нереально активное движение. Ведь вы только посмотрите, что произошло с токенами из топ-20. Биткоин плюс 160%, ADA 130%, Link 166%, AVAX 290%, ну и конечно же открытие этого года монета Solana плюс 750% чистого профита. Подводя промежуточные итоги, уже можно сказать, что 2023 год стал одним из самых лучших для крипты, особенно после сильного падения в 2022 году. И на протяжении всего года мы выпускали большое количество видео, топов и обзоров, в которых рекомендовали вам добавить именно эти монеты в свой портфель, причем перед тем, как они улетели на сотни процентов последние 3 месяца. Тем не менее, год подходит к концу, а это значит, что самое время начать собирать портфель на следующий год. Вот только вопрос в том, что сейчас покупать, ведь весь рынок улетел вверх, и скорее всего многие из вас думают, что расти уже некуда. Но оставьте эту сложную работу для нас, потому что в сегодняшнем видео я не просто расскажу вам про потенциальные монеты, которые вам стоит купить, а покажу уже готовый портфель на 2024 год. Этот портфель будет состоять только из фундаментальных монет, за счет чего вы сможете минимизировать риски просадки на 50% во время первой коррекции рынка. Дополнительно мы с вами разберем прибыльную стратегию, которой я буду придерживаться в следующем году, а также на основе технических и фундаментальных факторов я отвечу на вопрос, почему именно та или иная монета должна быть в вашем портфеле. Данное видео сэкономит вам не 1 час, который вы потратили бы на поиск подходящих монет для покупки, поэтому рекомендую смотреть его до конца. А перед просмотром обязательно поддержите нас лайком, ведь следующий ролик будет последний, который мы выпустим в этом году, и в нем мы подготовим для вас большой прогноз биткоина и рынка альтов на 2024 год. Там мы соберем все главные события, которые будут оказывать влияние на монеты, как, например, обновление эфириума, которое проведут уже в феврале, или новая система платежей Твиттера, в которой Илон Маск может добавить свою любимую криптовалюту. А как показывает практика, рост всегда начинается за 3 месяца до важных событий. Поэтому давайте по традиции наберем 800 лайков, и мы выпустим это видео как можно раньше. Вам желаю приятного просмотра. Вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Итак, дамы и господа, сегодня мы соберем для вас лучший портфель на 2024 год, ведь именно те монеты, которые мы в него добавим, будут чаще всего встречаться в заголовках новостей в следующем году. А вот чтобы не пропускать важные крипто-новости в следующем году, проверьте, подписаны ли вы на наш телеграм-канал, где мы ежедневно держим вас в курсе самых актуальных событий. И поскольку со дня на день одобрят ETF, первыми, кто узнает об этом, будут подписчики нашего телеграм. А также сегодня мы опубликовали дополнительную секретную монету для криптопортфеля, которая является главным конкурентом Atom и за счет своих положительных показателей в блокчейне может уверенно войти в топ-10 криптовалют. Так что обязательно переходите и вы узнаете, что это за монета. Ну а перед тем, как мы перейдем непосредственно к монетам, которые имеют хороший потенциал роста в следующем году, хотел бы вам рассказать про самое главное, а именно инвестиционную стратегию, которую я использую очень долгое время и продолжу ее придерживаться в следующем году. Ведь, как я говорил еще в этом видео, инвестирование без стратегии в 90% случаев заканчивается потерей ваших денег. Старые зрители канала знают, что я достаточно консервативный инвестор, и в наших топах я не рекомендую покупать монеты, которые находятся ниже 100 в общем рейтинге. И причина такого выбора заключается в банальных рисках. Да, я прекрасно знаю, что каждый из вас приходит в крипту, чтобы за максимально короткий промежуток времени приумножить свои инвестиции в несколько десятков раз. И спору нет, это можно сделать, причем элементарно просто. Например, купив тот же мемкоин Bonk в начале декабря, вы бы легко могли заработать более 300% прибыли. И если перейти в раздел мемы на CoinGecko, вы увидите, что никому неизвестные токены также растут по 50% за сутки. Из-за этого у всех возникает вопрос наподобие, зачем мне покупать биткоин, который никогда не вырастет на 50%, если можно буквально за один день получить плюс 50% чистого профита на каком-то мемкоине. Но, друзья, давайте раз и навсегда запомним, что в инвестировании, как и в трейдинге, самое главное это соотношение рисков. Перед тем, как покупать такие монеты, все как будто бы забывают, что их создают только для того, чтобы поднять ажиотаж, спровоцировать эффект фома у покупателя, а после пампа цены продать монеты на максимальных уровнях, тем самым обвалить курс до нуля. И спрашивается, зачем иметь такие рискованные монеты в своем портфеле, из которых при самых лучших вариантах вырастет только одна. Вот поэтому я всегда советовал вам придерживаться простейшей стратегии 70-20-10, которая подразумевает, что в самые рискованные криптовалюты вы должны инвестировать меньше всего. И в идеальном варианте ваш портфель должен состоять на 70% из биткоина, который более-менее стабильный и надежный. 20% это главный альткоин на рынке эфириум. И как раз таки оставшиеся 10% это альты, которые не только могут вырасти на
на 100%, но и упасть на все 50%. Таким образом, первой монетой, которую вы обязаны держать в своем портфеле, является биткоин. Вы можете сколько угодно говорить, что биткоин никогда не вырастет на 100 или 200%, но вы должны понимать, что биткоин – это фундамент, на котором будет держаться ваш криптопортфель. И даже если бы в следующем году SEC не собиралась одобрять ETF, я все равно рекомендовал бы вам покупать биткоин. Его капитализация составляет почти 1 триллион. И как вы думаете, кто больше рискует упасть на 50% во время первой коррекции рынка? Биткоин или монета Бонг? Вопрос, конечно же, риторический. Сейчас фонды и правительства многих стран, как, например, Аргентины, понимают, что ценность биткоина в 1000 раз больше, чем у других криптовалют. И тот же Майкл Сейлор на своем примере показал, что всего за 2 года можно заработать больше $2 миллиардов и увеличить капитализацию своей компании MicroStrategy на 146% за год. И это только за счет биткоина. А такие события, как одобрение ETF, халвинг в апреле и официальное принятие биткоина в качестве валюты, только увеличивают потенциал на его рост в следующем году. Поэтому не менее 70% вашего портфеля должно состоять именно из биткоина. И по факту, купив биткоин, большую половину работы мы уже выполнили. Но следующая монета, про которую не стоит забывать, является эфир. Опять-таки, есть очень много мнений, что эра эфира прошла, проект мертвый, на его сети уже никто не запускает новые проекты и никакого роста монеты не будет. Но, друзья, давайте не будем забывать, что эфир это не только вторая криптовалюта мира, но еще это один из самых главных блокчейнов, который дал жизнь таким проектам как Polygon, Uniswap, Arbitrum, а также Optimism. Ведь все они построены именно на эфире. На данный момент в команде Ethereum работает более 5000 человек, что во много раз больше, чем у других. Только за последние пару лет в сети Ethereum провели 2 глобальных обновления, таких как переход на систему Proof of Stake и возможность выводить награды за стейкинг. А в следующем году эфир также ждет одно масштабное обновление Dencun, которое будет направлено на самую главную проблему в виде высоких комиссий сети. Эфир всегда был второй самой популярной криптовалютой. Большие инвесторы видят в нем такую же перспективу, как и в биткоине, за счет чего BlackRock желает запустить на него ETF. Поэтому если в 2023 году на слуху был ETF на биткоин, то в 2024 будут активно обсуждать ETF на эфириум, из-за чего уровень в $4000 уже не кажется таким невозможным. Так что будущая шумиха вокруг ETF и важного обновления сети является одним из главных катализаторов будущего роста. Конечно, любая криптовалюта не может постоянно расти и строго двигаться вверх. У любой монеты бывают локальные откаты и коррекции цен. Это вполне нормальный процесс для любого актива. И есть 2 основных варианта, как можно использовать такие коррекции цен в свою пользу. Во-первых, докупать монеты на просадках для усреднения цены, а второе – это спекулировать на таком движении монет. Например, если взять Matic, то после локальной коррекции на 16% он получил поддержку около 75 центов. Аналитики нашей подписки Coin22 Pro провели подробный анализ и предоставили для всех участников Pro вот такую лонг-сделку с точкой входа на уровне 76 центов. И после фиксации около 80 центов участники Pro заработали 60% чистой прибыли. Как вы заметили, формат нашей работы очень простой. И даже если вы новичок, вы также сможете зарабатывать на таких сделках. Ведь перед тем, как перейти к практике, вы получите пошаговое обучение, и на всех этапах работы с вами всегда будет наша поддержка. На нашем официальном сайте есть более подробная информация касательно подписки Pro, поэтому вы можете перейти и ознакомиться. А также в преддверии Нового года у нас продолжает действовать акция. И чтобы в ней поучаствовать и получить очень хорошую скидку, прямо сейчас напишите нам по ссылке, которая находится в описании под этим видео. Теперь, когда 90% работы сделано, ведь мы собрали базу для вашего портфеля, давайте перейдем к оставшимся 10%, которые мы распределим по самым лучшим альткоинам. Как я говорил в начале, мы не будем трогать монеты ниже топ-50, ведь нас интересуют только фундаментальные проекты, поэтому первым альткоином, который отправится в наш портфель, будет Solana. Наверняка первое, о чем вы подумали, куда еще выше, ведь цена Solana уже пробила $100, и ее капитализация превысила монету BNB. На самом деле Solana это отличный пример того, что даже высокая капитализация не является барьером для роста. В ее случае на 400% всего за 3 месяца. И это я вам говорил и рекомендовал ее покупать еще в то время, когда она торговалась на уровне $20. Хотя многим казалось, что это очень дорого. Далее она выросла до 30, и я опять вам говорил, купите Solana, но все ждали только падения. И даже на уровне $60 мое мнение не изменилось, и я по-прежнему советовал покупать. Но почему Solana начала расти в этом году? Ведь после банкротства FTX все ставили на Solana крест и продавали ее с колоссальным убытком на уровне $9. Во-первых, биржа FTX действительно является главным инвестором в Solana, и была высокая угроза, что когда FTX начнет продавать монеты, это валит ее цену до нуля. Но уже в этом году, когда суд приговорил Кудрявого Сэма к тюрьме и новым управляющим биржи разрешили делать с активами все что угодно, они не стали их продавать, а отправили Solana в стейкинг. Да, именно 15 октября, когда Solana начала булран до $100, FTX добавила в стейкинг 5,5 миллионов монет на сумму $122 миллиона. Интерес к Solana вырос после того, как Кэти Вуд сказала, что Solana лучше, чем Ethereum, и у Solana есть большой потенциал
потенциал, чтобы его перегнать. Такие же положительные прогнозы заявили аналитики компании VanEck, но положительные прогнозы аналитиков это лишь приятный бонус, ведь самым главным катализатором стал рост транзакций в сети и ажиотаж вокруг мемкоинов на блокчейне Solana, как, например, Bonk или DogWithHead. После этого в сети было выпущено 1000 таких мемов, что собственно и привело к росту транзакций. Также разработчики придумали интересную рекламу для продажи телефонов Solana, ведь все покупатели телефона сразу могли бесплатно получить токены Bonk. И заметьте, в последние 3 месяца Solana постоянно была на слуху, а вот в этом видео я говорил, что для любой монеты важно, чтобы ее обсуждали. Глядя на такие положительные факторы, кажется, что $100 для Solana это совершенно не предел, поэтому потенциал на следующий год, конечно же, есть. И мы добавим Solana в наш портфель на 3,5%. Следующим открытием 2023 года стал ничем не примечательный AVAX, который также должен быть в вашем портфеле в следующем году. И причин, по которым вам стоит купить AVAX, очень много. Недавно мы выпускали подробный обзор на эту монету, поэтому, чтобы не повторяться, я озвучу только ключевые моменты. Во-первых, блокчейн AVAX это очень хорошая сеть, которая справляется со своей работой на 100%, и это подтверждает большое количество крупных партнеров. AVAX работает с Amazon, Alibaba, JP Morgan, Citibank и многими другими. Также Avalanche выбирают для токенизации активов, которые поддерживают BlackRock. А еще на блокчейне можно запускать мемкоины, точно так же, как и на Solana, из-за чего в последнее время растут транзакции в сети. AVAX уверенно занял 9 место, и недавно я говорил, что ADA очень сильно проигрывает ему по внутренним показателям, таким как TVL. Поэтому даже в первые месяцы года мы возможно увидим, как Avalanche обгонит Cardano по капитализации, ведь для этого нужно всего $5 миллиардов. Вообще сейчас очень заметно, как инвесторы делают ставку именно на фундаментальные проекты, которым помогают расти не только слухи, но и данные в виде показателей в блокчейне. И учитывая, какой акцент Avalanche делает на токенизацию активов, это может привлечь внимание Ларри Финка, который является фанатом этого направления. Поэтому 3% ваших инвестиций можно отправить именно в него. Ну а закрывает наш портфель еще один альткоин, который не просто выбрали банки, а выбрала целая банковская система SWIFT, которая обрабатывает трансграничные переводы по всему миру. И как вы уже догадались, это монета Link. На самом деле партнерство Link с системой SWIFT сыграло ключевую роль для его цены, ведь этим летом Chainlink сделали особый упор на интеграцию в банковскую, а также финансовую систему. И знаете, даже за такой короткий промежуток времени им удалось добиться больших результатов. Link очень часто попадал в наши топы, и я неоднократно вам говорил, что потенциал этой монеты очень высокий. И на данный момент главным конкурентом Link остается компания Ripple, которая также интегрирует свои технологии в банковские переводы. Но если небольшая капитализация Link всего $9 миллиардов может превратиться в 20, то XRP, который перегнала Solana, вряд ли сможет показать такое движение в следующем году. Поэтому Link также купим на 3,5%. И кстати, если вы желаете увидеть на него отдельный обзор, дайте нам знать в комментариях. Что ж, вот такой портфель из 5 фундаментальных монет у нас получился на следующий год. Лично я делаю ставку именно на него, ведь как я сказал в начале, вы можете покупать любые мемкоины или токены с низкой капитализацией, но как показывает практика, в долгосрочной перспективе эта стратегия приведет к убыткам, потому что такие монеты падают гораздо быстрее, чем растут. Конечно, вы можете выделить небольшую сумму и собрать портфель из таких рискованных монет, но инвестировать все свои деньги ни в коем случае. Сегодня я вам показал базовый вариант, который вы можете собрать прямо сейчас, но в будущем вы можете менять процентное соотношение между монетами, частично фиксировать прибыль по одним и докупать другие, ведь рынок не может постоянно расти. В следующем году обязательно будут просадки и коррекции, на которых Solana и AVAX могут падать и до 15%, но в это время самое главное не паниковать, а лучше использовать эту возможность для усреднения цены. А когда именно могут произойти эти коррекции, я расскажу уже в следующем видео, поэтому не забывайте про лайки. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, где вас ждет еще одна монета, и жмите колокольчик, чтобы первыми смотреть наши видео. Всем спасибо за просмотр, желаю вам удачи, до скорых встреч!